часов утра. Гуляю я по деревне, по своему краю деревни. Ну, попутно зову кота Персика. Он идти не хочет. Видимо, ушел туда дальше, на тот край деревни. Тот край деревни жилой. Там жилых домов гораздо больше. Нищета тут, потому что деревня была заброшена. Только сейчас она восстанавливается. Она практически не жилая. Вон в том краю деревни штук 8 жилых домов есть, а в этом только дачные. Или заброшенные, вот такие уже разрушенные. Ну вон, кстати, чем вам? Вот небольшой дачный домик. Для дачи вполне пойдет. Это вообще шикарный сруб по канадской технологии. Кто там говорит, что тут нищета? Вот смотрите, какие люди дома строят. И учтите, что это он тут зимой не живет, это его дача такая вот. Я представляю, какой у него основной жилой дом. То есть человек явно не бедный. Ну, иллюзий я себе не строю. Не думаю, что он какой-то бизнесмен, скорее всего, какой-то чиновник, проворовавшийся вдрызг. Ну или мент какой-нибудь. Мент, прокурор, чиновник из администрации. Вот, смотрите, спокойно 3 пачки кирпичей лежат, и никто их не трогает. Воров я тут за зиму не видел, за осень. Никто ничего не взламывает, никто ничего не ворует. Вот кирпичи спокойно лежат. Но черные копатели, да, приходили. Есть у меня видео на канале, где вон тот дом сгоревший, развалившийся. А вот в этой дачке народ живет летом. Это дом заброшенный. Вот такой вот шикарный срубовый дом. А вы говорите, нищета тут живет. Типа россияне все нищие. Ну, по сравнению с немцами и американцами, они, может, и нищие. А по сравнению с вами, ребята, при всем к вам уважении, с Украиной, мы ничуть не хуже. Да, и тому там хмырю, который писал, что у меня дом старый, развалившийся, облезлый, что я его стирал после коммунизма. Покажу сейчас свой дом. Так, вот это вот у меня сосед через пустой участок, который надо срочно как-то скупать или своего человека там туда ставить, ему продавать. Впереди вон Уральские горы видны. Вот этот дом тоже заброшенный, развалившийся. Хотя свет к нему идет, не отключен. Вот, это вот участок пчеломора. Вон у него большой металлический ангар, сарайчик. Вот так отгорожено небольшое пространство под улья. Тут он штук 50 ульев содержит. Домик заброшенный. Но я вам говорю, он здесь не живет. Он это использует только для пчеломорства. Ну, то есть осенью, весной покупает пчелиные пакеты. Все лето пчел эксплуатирует. Осенью выкидывает их на мороз. Вот такой вот пчеломор. Вот. Я-то думал, он пчеловод, но оказалось, что он пчеломор. А я еще грешным делом у него 3-литровку меда купил. За 3000 рублей 3-литровая банка. Ну да, 3-литровая. Вот. Так, вот вы говорили, это тоже нищета. Этот, к вашему сведению, домик не жилой. Он используется как дача, и его владелец, он отнюдь не нищий. Я бы даже сказал, он не бедный. Не то, что не нищий, он даже не бедный. У него свое охотхозяйство, прочие дела. К тому же он бывший гаишник. Мент, короче. Представляете, какие бабки имеет гаишник на пенсии? У него этих бабок, я думаю, куры не жуют. Он сюда приезжает только охоты коммерческие проводить. Ну и бухать по воскресеньям. Кстати, в пятницу приезжал. Вот.
Так, вот этот вот участок пустой. Осенью какие-то покупатели ходили, смотрели. Я боюсь, что его купят и будут мне мешать пчел водить. Поэтому надо его как-то выкупать. Где-то деньги добывать и выкупать этот участок. Так, тому хмырю, который писал в комментах, что мой дом старая развалина. Вот смотри, хмырь. Это абсолютно новый дом. Смотри. Этот сруб только-только усадку дал. Его сейчас надо обшивать минеральной ватой. И сверху там каким-нибудь фасадным материалом. Или вагонки пропитанные, или металлосайдингом, или деревянным сайдингом, виниловым сайдингом. То есть это абсолютно новый дом. Единственное, что я сделал, я вместо одинарных двойные стеклопакеты поставил энергосберегающие. И вот смонтировал там отопление. Чугунную печку с дымоходом. Это все недешево встало, между прочим. Штуки 3, наверное, может больше даже. Но работы тут еще дофига. В остальном дом вполне новый, вполне красивый, с большими перспективами, двухэтажный. Но на втором этаже я оставлю, отапливаю только первый этаж. Так что у меня есть свой дом, своя система. Тут надо... Ну тут еще много чего надо делать, инженерных коммуникаций. Электричество есть, слава богу. Отопление сейчас есть печное.